Ну что, ребята, запотел телефон и пришлось менять планы на ходу. Поехали с Люсей в соседний город искать ремонтную мастерскую. Казалось бы, день накрылся. Но вот парадокс. Именно с этого все и началось. Хотели просто смотаться туда-обратно, а в итоге и в храм в скале зашли, и массаж на пляже получили, и чуть не застряли в пробке из-за мотошоу. А еще на обратном пути решили найти очень крутую штуку. Каменное лицо божества Шивы. Говорят, его вырезала сама природа, но найти его непросто. А нашли мы его или нет, скоро узнаете. Так что не переключайтесь, покажем, как бывает, когда все идет не по плану, а день оказывается куда круче, чем ты ожидал. Пока ехали, не только смотрели по сторонам, но и останавливались то тут, то там. Потому что в Индии, скажу я вам, совсем не как в Таиланде. Там кафешка на кафешке, а тут мастерские на каждом шагу. Индусы вечно что-то мастерят, точат, пилят, шьют. Руки у них всегда при деле. Как думаете, что они там колдуют? А потом мы свернули к индуистскому храму. Вот он, за моей спиной. Один из сотен таких в Гоа. Здесь индуизм не просто религия, а стиль жизни. Люди заходят в храм, чтобы поклониться, принести подношение или просто побыть в тишине. Сандалии у входа, ладони в намасте и вперед к Шиве, Вишну, Ганеше. Энергетика здесь мощная. Это прямо реально ощущаешь. Видели такие таблички у входа? Там список тех, кто строил храм. Имена. Иногда целые семьи. Так делают не только здесь, но и в Таиланде. На фасадах храмов там тоже часто встречаются таблички с именами благотворителей и строителей. Знак уважения тем, кто вкладывал душу и руки в святое место. А дальше будет храм, который пережил 4 столетия и хранит больше загадок, чем старый чемодан на чердаке. Подпишитесь на наш канал Хроники Кочевника, чтобы узнать, чем все это закончится. Увидели что-то белое, светлое вдали. Подъезжаем, а это католическая церковь Святого Михаила. И находится она по пути из Анджуны в Мапусу. Красавица такая, вся в португальском стиле, будто кусок Европы сюда занесло. Построена она была еще в 17 веке, одна из самых старых в Гоа. Внутри сохранились старые фрески и резные алтари, почти 400 лет им. Говорят, у церкви есть свои тайны. Например, ходят слухи про скрытые катакомбы и старинные фрески, написанные неизвестными художниками, которые будто что-то зашифровали. Не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Но живет она, службы идут, люди приходят, как и 100 и 200 лет назад. Поехали дальше, увидели стройку. Ребята что-то просеивают. Кстати, знаете, что это? Напишите в комментариях. В море рыбаки на лодке, на камнях краб гуляет, а еще здесь огромный храм в скале, прямо у самого берега. Мы пробрались туда через недовольных рабочих, которые то ли делают ремонт, то ли реставрируют, чтобы показать вам, что за штука тут прячется. И скажу честно, не каждый день такое увидишь. В храме есть статуя коровы, это Нанди, спутник Шивы, символ чистоты и преданности. Над входом колокола. Позвонил, оповестил богов, что пришел с чистыми мыслями. Шива сидит в позе лотоса, спокойный, с трезубцем и змеями на шее. Рядом другие фигуры, мудрец с бородой, лошадь или осел. Но хватит о философии. Желудок тоже молитвы шепчет. Сейчас покажу, как на побережье Аравийского моря добывают еду без всяких супермаркетов. Короче, если попали на необитаемый остров, не волнуйтесь. Вот я вам сейчас покажу, где найти пропитание. Пойдем. Ищем камни, скалы, находим. Видим, если вот так они покрыты какими-то белыми пятнами, это то, что нам нужно. Это устрицы. Тут нужно камушек или молоточек. И вот этот разбиваем. И внутри вот здесь моллюск. И можно их отварить. Ну, в крайнем случае, если огня нет, значит, надо собирать и проверить. Вообще, в идеале, это маленький молоточек и чайная ложечка. Вот так, тюк. Потом чик и в пакетик. Тюк, чик и в пакетик. Запомнили? Тюк, чик и в пакетик. Тюк, чик и в пакетик. Собираем вот эти моллюски, несем к огню, ставим на огонь кастрюлю с водой. Ну там, не знаю, дождевой, с банана слили воду. Ну, где-то с какого-то родника, может быть, с этого водопада где-то. Котелок с водой бросаем, вывариваем, потом снимаем, ставим сковородку, масло, морковочка, лучок, шинкованный в масле обжариваем. Сверху бах туда морепродукты вот эти вот. Еще можно пособирать, здесь есть синие такие мидии. И в эту сковородку с обжаренным лучком и морковкой бах-тах-тах помешали, поджарили, обжарили. И потом туда сверху чуть-чуть риса. И получается вот такой плов с морепродуктами. Вот. В ресторане он стоит кучу бабла. А здесь халява. Так что пробуйте, пробуйте. Рекомендую. Ребят, покажу, как это. Здесь они маленькие, надо выбирать побольше. Эти устрицы это для тех, кто не хочет мочить волосы. Кому это не важно, то тогда можно нырнуть и насобирать гребешков, мидий различных. А если ты волосы мочить не хочешь, тогда вот ножки замочил, подошел, нашел. Покрупнее только выбираем, покрупнее. И вот так. Так. Оп. Все. Открываем. Оп. И вот там, видите, моллюск. Его оттуда ложкой достаем. Оп. Вот он.
Вот он моллюск, видите? Все, и вот мы его можем аккуратненько снять ложечкой и в сковородку и пожарить. Я до аппетита! А теперь держитесь за стулья, ребята. Такого вы точно не ждали. Да и мы, честно сказать, тоже были в легком шоке. Настоящая бомба, огонь, как говорится. Дорога вывела нас прямо к кладбищу кораблей. Но не все так просто. Это оказался живой судоремонтный док. Не мертвые остовы, а место, где лодки получают вторую жизнь. Смотрите, это дерево, чик-чик. А вот это вот стеклопластик, и вот вырезана заплатка. Тах-тах-тах-тах-тах. Видите, огромная. Видимо, сам стеклопластик они повредили, и вода, дерево начало мокнуть. И я тут что обратил внимание, тут гвозди медные гвозди, представляете? Ну что ж, хватит прохлаждаться, пора искать главное – голову Шивы. Про нее столько баек ходит, столько легенд, что хоть книгу пиши. Это местная достопримечательность, магнит для туристов. По одной из версий, голова не рукотворная. По другой, ее создал итальянский скульптор Джунгл Королли в начале 90-х. Найдем, не найдем, скоро расскажу. Наконец-то доехали до пляжа Вагатор. Вокруг местные, на каждом шагу пляжные кафе или шеки, так их тут называют. Слышится регги, душа просит зайти. Но у нас есть цель, и скоро стемнеет, поэтому идем мимо. Просим помощи у местных, нам указывают направление, но мы никак не можем найти эту голову. На помощь приходит Моника, пляжная торговка, которая говорит по-русски. За то, что мы согласились нанести рисунки хной, она ведет нас к самой голове. Лайфхак. Делайте так же. Местные гиды укажут место, но взамен вы отдадите душу. Буквально. Сейчас все расскажем. Нашли таки каменное лицо Шивы, прямо в скале, у самого моря. Интересно все-таки, это так природа постаралась? Или маркетинг по-богатырски? А вы как думаете? А потом началось такое, что у нас реально заболела голова. И не от жары, а от Моники и ее подружек. Пляжный тутаж внезапно перерос в мини-базар. Со всех сторон налетели торговки с браслетами, пепельницами и брюликами. Моника привела мужа Луку со словами: «Он отлично делает массаж». Семейный подряд, одним словом. Ну тут не расслабон, а напряг какой-то получается. Пока Лука мнет ногу, с трех сторон суют браслеты, кто-то предлагает ювелирку, а одна барышня сходу придумывает себе русское имя. Тут у них так принято. Кто-то мнет, кто-то торгует, кто-то ворует. И все это одновременно, чтобы не получилось сбежать. Торговля у них неофициальная, поэтому снимать себя разрешают только для зарубежных сайтов. Но атмосферно получилось. Я Лена, очень приятно. Лена? Да. О, у меня сестру Лена зовут. Я твоя сестра. Тоже сестра? Все, давай, сестра, давай. Ну-ка, давай. Сестра, давай. Леночка, давай, давай. Опа. Все. Опа. Леночка, извини, пожалуйста, мы уже купили. Надо Мы меня тоже четыре. чуть-чуть А удать. четыре, мы четыре Ты не купили. купить мои 4, Нет. только 2 хватит. Вот, а я купил, я уже купил. Честное слово. Нет, я уже честное слово купил. У меня денег нету. Я даю Нет. тебе молодца. У меня нету. Я не говорю. Лена, я куда это Правда? дену? Нет. Правда? Я не Нет, обманываю не могу, Леночка, не имею права. Я не обманываю. Я уже купил. Она меня тоже заставляет. Нет, Моя сестра. я понял. И моя сестра, у меня тоже Лена. Да. Я же уже купил у вас. Я купил. Да, купил я 4. 4 купил браслета. 2 вот это тату купили. 2 купили. Вон у нее 2, видите? О, 2, видите? Вот, видите, уже 2 есть. Куда она повесит? Еще в чемодане 2. И у меня дома еще 10. Дочки купили, подружки купили, соседки купили, второй соседки купили, третьей подружки купили. А теперь про щедрость на Гоа. Взяли салат с тунцом за 200 рупий и сковородку с мясом и овощами за 350. Принесли, мама родная, чай масала, салата тазик, горячего навалили с горкой. Сидим, едим, море плещется рядом, закат, красота. Вот за что Гоа любим. Просто, вкусно и с размахом. На обратном пути угодили прямо в гущу событий. Попали на настоящее мотошоу. Рев моторов, рок из колонок, блестящий Харли Дэвидсон, кожа, косухи. Все как полагается. Байкеры один за другим покидали площадку. И из-за этого образовалась нехилая пробка. Но мы прорвались. Домой добрались, перегретые и довольные. Вот этот денек, скажу я вам. Ну что, братцы, нашли мы и лицо Шивы, и массаж, и пляжную ювелирку. Если что, запоминайте. Спросите у Моники. Она или ее подружки помогут найти голову. Но не за спасибо, конечно. Так что пляж Вагатор и дорога к нему – место, где приключения сами находят тебя. Если отправитесь туда, то с головой. И не забудьте подписаться на Хроники Кочевника. Мы еще и не такое покажем.